Привет, дорогие друзья! Сегодня на даче делаю творожный пирог, который с легкостью займет почетное место на праздничном столе тоже. На столе все продукты, которые понадобятся для приготовления. И в самом начале кипятком заливаем изюм. И даем ему постоять. Творог у меня зернистый, 9%, поэтому лучше его довести до гладкости блендером. Творог доводим до гладкости. Так, творог готов к дальнейшему применению. Сейчас у меня на очереди размягченное сливочное масло и сахар. Его на малых оборотах будем взбивать в отдельной емкости миксером. Масло и сахар взбиваем. Одну минуту взбили масло и сахар. Сейчас добавляем яйца и ванильный сахар. И взбиваем на высоких оборотах еще 2 минуты. Все добавили к маслу и сахару. Сейчас взбиваем 2 минуты. Довели яично-масляную смесь до гладкости. И добавляем творогу все это. И еще взбиваем 2 минуты. Довела мою массу до состояния крема жидкого. Ну, а теперь будем добавлять муку и разрыхлитель. С изюма воду горячую я уже слила. Он набух, так что готов к применению. Муку добавляем постепенно в смесь и затем перемешиваем на малых оборотах миксером. Так, включила и духовку на разогрев. Почти готово тесто. Добавляем чайную ложку разрыхлителя и еще взбиваем, и немножко еще добавляем муки. Итак, тесто вот такое, как густой крем, то есть классическое кексовое тесто. Сейчас сюда добавим изюм и форму вот такую небольшую я выстелила пергаментом влажным, чтобы он лучше принял форму, пирожок мой. И разогревается духовка. Сейчас добавляем изюм, перемешиваем и все выкладываем в мое сердечко, в мою формочку сердечком. Так выглядит будущий пирожок. И сейчас мы его ставим в разогретую духовку. Так, стоит у меня форма на средней полочке. Просто вверх-вниз без конвекции. 180 градусов где-то. 190, 180 можно. Смотрите по своей технике. И 50 минут выпечки. Прошло ровно 50 минут. За 5 минут до приготовления я включила конвекцию и добавила температуру на 5 градусов приблизительно. Втыкаем зубочистку. Она чистая. Значит, пирожок у нас готов. Теперь останется пирожок открыть, вынуть из формы и дать ему остыть. Творожный пирог остыл. Я украсила его сахарной пудрой и грушей. Ну, можно теперь и нарезать его. Такой пирожок получился. Мягкий, с изюмом. Вкусный. Такой получился осенний натюрморт. А на этом все. Всем пока-пока. Приятного аппетита.